Здравствуйте, товарищи! Давайте сегодня вооружимся паяльником и наконец-то установим вот этот Fishman Power Chip в наш зеленый PRS. Инструкция по установке. Со страницы номер 6 у нас начинается, собственно говоря, советы, что же нам делать. Первое. Подготовить инструмент. Написано, что если у вас гитара типа телекастера, в данном случае логика та же, вместо крепления джека, они пишут, что нужно скруглить края 9-пинового джека. Мне пришлось это сделать напильником, чтобы в отверстие влез он. То есть это сделано, это просто, с этим все понятно. Далее. Установка и подключение. Для упрощения я нарисовал здесь этапы, которые нужно следовать, то есть места пайки. Соединить общую землю, соединить выход пьезо, hot-output, и землю пьезо. Странно, для меня странно, почему эти земли разделены. Честно, не до конца понимаю. Как это выглядит непосредственно на самой плате. Тыльная сторона, видите, уже подготовленные 3 места для пайки. Далее, следующая страница. Необходимо припаять с другой стороны этой платы выход магнитных звукоснимателей. Вот так вот это выглядит здесь. И следующим этапом будет пайка всех выходных, назовем их так, соединений на джек. То есть 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9. Да? То есть здесь нужно будет подключить провода, идущие на питание батареи, общую землю и выход. Вот в принципе и все. На последней странице нам предлагают опционально установить 3-позиционный переключатель, который может включать ступенчато чистое пьезо, пьезо и магнитные, и только магнитные звукосниматели. В принципе, это опционально. Опять же, в данном варианте мы сможем сделать пока что то же самое, за исключением того, что мы это будем делать не ступенчато, а ручками громкости. То есть, чтобы полностью выключить пьезо, нужно его будет громкость убрать на минимум. По возможности провода буду использовать с Алиэкспресса, одни из моих любимых, так называемые с винтажной оплеткой. Их не нужно зачищать, оплетку можно просто сдвигать. В принципе, проводок довольно-таки качественный. Мне просто повезло. Общую землю у меня не получилось так же хорошо с первого раза. Опыта маловато пайки. Таких прецизионных миниатюр. Так. Смотрим дальше. Магнитные звукосниматели. Так. Выход магнитных звукоснимателей — это вот после громкости. Малышка. Сам по себе провод тоже уже луженый. Не тоже, а уже луженый. Его не нужно в канифоль там опускать, лудить и так далее. Окей. Возможно, это упростит нам задачу. Так, сюда нам нужно магнитный. Окей. Что мы попытаемся сделать сейчас? Немножко
олово, припоя вернее, присобачить на кончик этого провода. Ну, у нас получилось не немножко, а множко. Излишки падают в гитару. Все правильно. Так. Зато теперь все получилось очень быстро. В принципе, сейчас пайку на плате я закончил. Так, теперь займемся выходным джеком. Паяем вначале землю, оплетку общую выхода. Постараемся убить двух зайцев сразу, так как ее нужно соединить с контактом номер 2 и с вот этим вот контактом. Используем один провод для этого, уже готовый. Вроде бы получилось. Так. А теперь очень аккуратно надо. С другим контактом очень аккуратно надо работать, чтобы не расплавить оплетку других проводов и не сделать замыкание. Так. Пошла, родимая. Давай, давай, давай. Есть. Вроде бы сработало. Так. Дальше. Black Battery Wire. Черный провод батареи паяется к контакту номер 1. Так. Постараемся зафиксировать все это. Да что ж такое, родимая? Белый, красный. Белый справа, красный слева. Вроде бы все просто. Белый — это у нас ring или кольцо всевластия. Так, красиво не получится. Красиво не получится, потому что слишком широкий он у нас. Не получится продеть сквозь игольное ушко. Ну, попробуем тогда без продевания. Не совсем по фэншую. Очень даже не по фэншую сделал я. Ну да, ладно. Попробуем красный сделать лучше. Так. Что такое? Родимый. Ладно. Может быть, красный нам удастся просунуть? О, точно. С красным все получилось. Тогда сюда можно добавить припоя.
Что ж такое, родимый? Ну, вроде бы есть. Может быть, белый переделать? Ладно, лучше враг хорошего. Я думаю, так и оставим. Ну что, в принципе, сделали все. 4 провода припаяли, землю припаяли. Ну, наверное, можно все собирать. Так, выложим паяльники на микробалкон для остывания. Джек я вставил изнутри. Прежде чем паять, я заранее проверил, вставится ли он изнутри. Да? Все мы прикрутили. Такой вот Made in Japan Jack Plate. Да? Пластину. Толстенькая, типа Гото. Ну, она ничем особо не примечательная. Просто пластина. Поехали. Хотел обратить внимание еще раз на вот такое вот ноу-хау мое интересное. Для того, чтобы не паять, если вам лень, кучу всего, можно использовать вот такое вот соединение. Догадайтесь, откуда я вытаскиваю такие штуки. Вот земля в данном случае у меня припаяна только один раз, одним проводом, а все остальные земли, коих тут много, просто прикручены. Батарейку пока что просто уложим вот так вот с кусочком поролона и накроем сверху крышкой. Напомню, что это за гитара. Это у нас Харли Бентон, где все было изначально сделано, чтобы быть немножко не похожим на оригинал. То есть винты здесь располагались вот в этих вот местах. Как-то странно. Я же сделал все по классике, чтобы 3 было по краям, больше не было. Других никаких. Даже для этого пришлось эпоксидкой нарастить вот здесь вот такой вот бортик, или как его там называете, как хотите. А саму крышку я сделал из дерева, для того, чтобы все казалось похожим на супер кастом шоп или какой-то там Wood Library. В принципе, теперь гитара почти что готова к тесту. Осталось для полного фэншуя прикрутить ручки потенциометров. Кстати, бронзовые, тяжеленькие, марки Харли. Хотелось бы сказать Дэвидсон, но, к сожалению, это будет Бентон. Гарик Бентон. Окей. Думаю, бронзовые ручки очень положительно влияют на звук гитары. Так. Кстати говоря, такое замечание. Вот этот потенциометр я взял с неразделенным штоком, поэтому произошло небольшое несовпадение диаметров и пришлось его обработать напильником. Правда, не сильно много пришлось обрабатывать, так что это не страшно. Теперь нужно закрепить, зафиксировать это шестигранниками, помня главный принцип: не навреди или не сорви резьбу. Так, осторожно. Этот, кстати, можно поглубже было утопить.
что мы сейчас и сделаем. Так. Или он не будет утапливаться глубже? Ага, он не будет утапливаться глубже. Ну да. Ладно. На одном уровне они у нас, кстати. Это очень здорово. Скрипит. Не скрипит. Опять же, ну да ладно. Внимательные зрители, может быть, спросят: смотри, у тебя же есть такой вот микропереключатель, почему ты его не включил как опционный для пьезо? Ну, потому что он, во-первых, двухпозиционный, его пришлось бы делать, выбирать пришлось бы, что мы им хотим отключать. Или пьезо, или магнитное. Но я думаю, что я оставлю это на закуску. Если все сработает, что не факт, я же не знаю, как я там все спаял, то я, может быть, его задействую. Так что осталось теперь присоединить гриф, натянуть струны, и в принципе можно тестировать. Только что собрал все это дело, попробовал поиграть. Попробовал сделать тест. Да, магнитные звукосниматели заработали, но пьезо нет. Я очень сильно испугался, разнервничался. Как бы, но не может же такого быть, чтобы сгоревшая вещь магнитному сигналу давала усиление, а пьезо нет. Я разобрал. Первым делом я покрутил резистор. Это пьезотрим, такой синенький. И когда я его крутил, вернее, когда я нажимал отверткой вот в том направлении, все начинало работать. Дальше, я надеюсь, вы увидите сейчас. Увидели, нет? Видите вот эту вот ножку? Она не припаяна к плате. Эти две припаяны, это не припаяно. То есть, видимо, когда я нажимал на резистор, ножка прикасалась к контакту на плате. Я не знаю, скорее всего, это не моя вина. Это так и было с завода. То есть, это качество этой вещи. Я постараюсь припаять аккуратненько здесь все. Я искренне надеюсь, что у меня получится. И напишу в том, конечно же, об этой прекрасной вещи. Еще одно обновление. Когда я пытался зачистить с обратной стороны место контакта, чтобы припаять туда, я понял, что его просто нету. Места контакта просто нету. Я решил посмотреть с этой стороны. Начал зачищать, ну, чуть-чуть, казалось бы, да. Там тоже ничего не было вообще. И что я заметил? Я очень аккуратно все делал, не подумайте. Вот здесь вот, навряд ли вы без микроскопа, без увеличительного стекла увидите, но вот здесь вот дорожка была вот так вот оторвана и загнута наверх. Я заметил, что это было. И когда я опять сделал тест, пытался этот резистор надавить на него, я понял, что когда я надавливаю, просто между этим местом контакта и дорожкой, этой выгнутой наверх, появляется электрический контакт, и все начинает работать. В общем, я очень аккуратно попробовал здесь вот подпаять вот эту дорожку, которая вот так вот наверх выгнута. И вроде бы у меня получилось. Но как они это сделали? Как это все контроль качества прошло? Я не знаю. Спасибо, что прошли со мной через все ужасы этого проекта. В следующем видео мы посмотрим, работает ли все-таки наш PowerChip в этом прекрасном PRS, или нас постигла неудача. А если он таки работает, послушаем, как же звучит пьезобридж по-настоящему.